Каждый пятый человек в мире страдает от нарушения, которое способно превратить любовь в ненависть за считанные секунды. Знакомо ли вам чувство, когда самый любимый человек в мире начинает просто дышать, а вам хочется сбежать на другой край света? Вы не одиноки. Психологи называют это аналитическим параличом звука. Сегодня мы выясним, почему наш мозг выбрасывает адреналин в кровь из-за обычного хруста чипсов и как техника панда поможет вам сохранить отношения. Мизофония — явление, заключающееся в непереносимости звука в человеческой жизнедеятельности. Психологическое нарушение, которое характеризуется болезненными ощущениями при контакте с определенного рода шумом, исходящим от других людей. По словам ученых, этому неврологическому расстройству подвержены от 6 до 20% людей в мире. Многим оно мешает полноценно жить и существенно портит отношения с окружающими. Нам знакомо это раздражение от некоторых звуков, издаваемых близкими людьми или друзьями. Их чавканье при приеме пищи, сморкание, чихание, храп, обрезание ногтей или другие естественные физиологические процедуры вызывают у нас не просто отвращение, но подлинную ярость, которую называют звуковой. Исследователи из Оксфордского университета, Великобритания, и Университета Дьюка, США, попытались понять причину мизофонии и отыскать противоядие к этому малоизученному, но весьма проблематичному феномену. Мизофония в переводе с греческого означает «отвращение к звукам». Термин придуман и введен в научный обиход американскими нейробиологами Павлом и Маргарит Ястребовыми в 2001 году. С тех пор мизофонией называют избирательную непереносимость звуков, которая вызывает эмоциональную реакцию негативного характера, от легкого раздражения до проявлений агрессии. У одних людей, страдающих мизофонией, эти явления незначительны и подвластны волевому управлению. Но при тяжелом течении болезни человек как будто сходит с ума, становится раздражительным, злым и даже агрессивным по отношению к соседу, звуки, исходящие от которого, являются причиной его чрезмерного беспокойства. Более того, иногда мы столь раздражены, что испытываем отвращение даже к тем, кого любим. Ученые отмечают, что наша реакция на все эти раздражающие звуки абсолютно нормальна и научно обоснована. Клинический психолог Оксфордского университета Джейн Грегори отмечает, мизофония или звуковая ярость представляет собой снижение толерантности к определенным шумам, а люди, страдающие мизофонией, сообщают о том, что их раздражают звуки еды, за которыми следуют так называемые горловые звуки. При этом дело не в громкости или акустическом образце, а в повторении звуков-триггеров. Проведенное Грегори исследование указало на то, что в Великобритании 18% людей в той или иной мере подвергаются негативному воздействию мизофонии, а это почти каждый пятый британец. До сих пор неизвестно, почему именно формируется мизофония. Некоторые ученые утверждают, что ее начало родом из детства, когда мы слышим неприятные звуки, исходящие от родителей. Другие предполагают, что это связано с предрасположенностью человека к тревожным состояниям. И неприятные звуки начинают приносить дискомфорт именно людям с такой психологической организацией. В любом случае, руководитель Центра мизофонии при Университете Дьюка, США, Зак Розенталь, отмечает такой перечень звуковых раздражителей, которые являются наиболее частыми причинами мизофонии. Жевание, хруст, фырканье, сморкание, прочищение горла, свист в носу и тяжелое дыхание. У подверженных мизофонии людей отвращение к звукам приводит не только к психологическому дискомфорту, но и к изменениям физиологического характера, таких как избыточное мышечное напряжение и увеличение частоты сердцебиений. Связано это с выбросом адреналина в кровь из-за воздействия раздражителей, в результате чего человек чувствует, что находится в опасности и над ним издеваются. Склонные к мизофонии люди могут иметь довольно большие трудности при общении с друзьями, проблемы в карьере, а иногда звуковая агрессия,
даже способна разрушить любовь и привести к разрыву семейных отношений. Ученые рекомендуют несколько стратегий, которые могут уменьшить вред от мизофонии. Во время совместного приема пищи использовать фоновый шум, который будет заглушать звуки чавкающего человека. Например, можно включить телевизор или музыку. Уйти в другое помещение и отвлечь себя какой-то игрой. Правило противоположного действия, когда вы пристально смотрите на члена семьи и убеждаете себя, что вам ничего не угрожает, так как вы любите этого человека, а он любит вас. Стоит взять на вооружение и последние выводы ученых, которые определили, что мизофонию провоцируют исключительно звуки, исходящие от человека. Звуки же жующей собаки или чириканье попугая не вызывают у людей никакой звуковой ярости. А вот мурлыканье кошки, наоборот, способно успокаивать нас. Поэтому, если вы планируете преодолеть отвращение к звукам, которые издает любимый вами человек, то представьте, что он — это красивая панда, жующая бамбук. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.